Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать мини-сумочку. Для работы нам понадобится шнур. У меня это шнур карамель Дольче, цвет шалфей, где в одном моточке 100 метров шнура. Цвет вот такой вот темный, но очень подходит к этой фурнитуре. Вяжется узор совсем не сложно, поэтому постараюсь максимально четко показать и понятно. Так, еще для работы нам понадобится крючок. У меня это номер 4,5. Фурнитура — это кольца, донышко, клапан и ремень. Всю фурнитуру, так же как и шнур, можно приобрести на сайте Пряжа Центр РФ. По моему промокоду будет скидка 10%. Всю информацию оставлю в описании под данным видео. Итак, изначально начинаем с обвязки донышка. Донышко у нас размером 11 на 5 сантиметров. Здесь имеется 24 отверстия. Мы будем делать еще 8 прибавок. Я прибавки делаю вот с одной стороны, по углам. Здесь прибавка, по серединке и вот здесь. То же самое с противоположной стороны. То есть это уже 6. И вот здесь с одной и с другой стороны по серединке, по одной прибавке. Я все это сейчас покажу и расскажу. Итак, начинаем обвязывать донышко. Так, изначально мы сделаем декоративную косичку вокруг. Хвостик я оставляю вот такой вот небольшой, для того, чтобы закрыть только последнюю петельку косички. Итак, начинаем. Вот такой небольшой хвостик. Так, вытянули первую петлю и вот таким вот образом вытягиваем петельку, протянули, идем в следующую петлю, снова протянули, то есть делаем косичку по всему периметру. Смотрите, здесь как бы все понятно, здесь просто прокладываем косичку по всему периметру. Итак, смотрите, проложили косичку, да, остается у нас последняя петелька. Ныряем крючком и захватываем вот этот вот хвостик, который мы оставляли, небольшой хвостик. Вот так вот его вытягиваем и формируем последнюю петельку косички. Вот таким вот образом. И заправляем его внутрь. Вот, чтобы была ровная косичка по всему периметру, без каких-либо переходов. Так, далее начинаем обвязывать наше донышко. Прибавки здесь будем делать вот здесь. Прибавка посерединке и вот здесь. То же самое на противоположной стороне. Начинаем мы связать вот с этой петельки, то есть сразу здесь делаем прибавку, да, вытягиваем и сюда же провязываем еще одну петлю, еще один столбик без накида. Вот здесь у нас прибавка. Далее по этим длинным сторонам прибавки делаем вот здесь посерединке по одной, с этой стороны и с противоположной. То есть пока просто идем, провязывая столбики без накида. Причем мы провязываем столбики, захватывая одну полупетлю нашей косички. Вот таким вот образом. Так, вот дошли мы до серединки на длинной стороне, да, здесь у нас будет прибавка. То есть 2 столбика без накида в одну петельку. И вяжем далее. Провязываем столбики без накида, захватывая одну полупетлю. Смотрите, вот здесь, как я и говорила, мы прибавки делаем вот здесь, то есть через одну петельку.
Так, здесь у нас на углу прибавка, то есть в одну петлю 2 столбика без накида. Следующую петельку мы провязываем самостоятельно. Здесь снова у нас идет прибавка. Эту самостоятельно. И снова на углу прибавка. Все таким образом самостоятельно довязываете вот этот первый ряд, зная, что вот здесь вот 3 прибавки у нас, соответственно, с противоположной стороны, и по одной прибавке на нашей длинной стороне. То есть здесь прибавка у нас была, и с противоположной сделаем. Всего у нас 8 прибавок. То есть вместо 24 будет 32 столбика без накида в первом ряду. Итак, обвязали наше донышко, теперь будем переходить к стенкам. Закрываем вот этот наш первый ряд, которым мы обвязали донышко. Смотрите, вот провязали последний столбик без накида. Так, и первый ряд, именно провязывая стенки, мы будем вязать за одну полупетлю и перемычку. Поэтому смотрите, как мы ряд закрываем. То есть вот захватываем одну полупетлю и перемычку, протягиваем вот эту нашу петельку, затем подтянули хвостики, заходим крючком отсюда, смотрите, захватываем вот эту ниточку, вот так вот вытянули и провязали первую петельку. Все, это мы уже переходим к вязанию стенок. То есть еще раз мы провязываем за одну полупетлю и за перемычку. Первый ряд мы вяжем просто столбики без накида, не делая никаких прибавок. Вот таким вот образом. Полупетля, перемычка. Захватываем шнур и провязываем просто столбики без накида. По всему периметру, не делая никаких прибавок. Итак, провязали первый ряд. Это уже мы начинаем вязание стенок нашей сумочки. Да, смотрите, как закрываем ряды. То есть первый ряд столбики без накида. Вот у меня здесь 32 столбика без накида. Берем соединительной петелькой, мы его закрыли. Далее все последующие ряды, когда уже будем вязать основной узор, мы их не будем закрывать, а просто идем вяжем по кругу. Так, сейчас покажу, как мы будем вязать основной наш узор. Так, вот этот первый ряд, который именно формируется уже наши стенки, закрыли, да, ныряем вот сюда за обе дужки, захватываем шнур, 2 петельки на крючке и в основании вот этого ряда, который мы формировали стенки. То есть вот 3 петельки на крючке, провязали все вместе. Снова под обе дужки и в основании этого ряда 3 петли на крючке, провязываем все вместе. Под обе дужки в основание все вместе провязали. Получается вот такие вот жгутики. Вот эти уже рядочки основного узора мы как бы каждый ряд не будем закрывать, а будем вязать по спирали. Когда провяжу первый ряд узора, я вам покажу, как я перехожу на второй и на последующий. Так, снова еще раз показываю под обе дужки и в основание вот сюда 3 петельки на крючке, провязываем вместе. Вяжем до конца ряда. Покажу, как перехожу на второй ряд и как вяжется второй ряд узора.
Так, смотрите, первый ряд узора мы практически довязали. Вот остается последняя петелька не провязанная. Так, здесь ныряем под обе дужки. Это именно последнюю, как я провязываю, да, в основание. И здесь все, вот это было начало нашего ряда, который шел с узором. Здесь 3 петли на крючке, но я еще захватываю вот эту вот петельку. То есть это, как бы, можно сказать, как будто бы закрываю вот этот ряд. Вот, все. Это первый ряд узора у меня провязан. Далее, как я вяжу узор. Опять же, снова под обе дужки, вот мы уже идем второй ряд узора, под обе дужки ныряю и ныряю, вот видите, тоже как бы в основании вот этого нашего ряда узора. Вот сюда, вот тут как столбик без накида провязан, я ныряю сюда. То есть у нас вот такие вот в итоге получаются жгутики. Снова под обе дужки. И снова вот у нас как бы петелька. Вот так вот провязывая такой жгутик. Вот получаются такие жгутики. Снова под обе петли. В основание, ниже, то есть. И вот такой вот жгутик получается. Вот таким вот образом. Вот такой плотный узор. Так, чтобы не запутаться, вы можете поставить себе маркер, где у вас начало ряда. Еще раз провяжу этот ряд и покажу, как перехожу на следующий. Итак, смотрите, вот уже второй наш ажурный ряд. Подходим к завершению. И вот уже отсюда второй и все остальные последующие мы просто вяжем по кругу. Здесь уже даже не надо будет захватывать вот эту петельку. Ее мы захватывали только когда провязывали и закрывали первый ажурный ряд. Здесь вот как обычно мы, да, за обе дужки как бы шаг назад в основание. Вот так вот провязываем. Все, тут уже как бы и маркер, он, может быть, он уже и ни к чему. Ну, смотрите сами. И вот далее оно так аккуратненько, ровно ложится за обе дужки. Шаг назад. Провязали. Ну, хотя можете себе просто ставить маркер, где у вас начинается ряд. Так, видите, как оно получается одинаково. То есть вот эту петельку, четвертую, мы захватывали только когда провязывали именно первый ажурный ряд. Там она как бы была лишней. Здесь все, здесь такого не надо. Здесь вот так вот просто по кругу уже идете, просто вяжете одинаково. Вот, эти дужки мы уже использовали. То есть, смотрите, под обе дужки, вот сюда в основание, то есть как бы не вот сюда, не вперед, а шажок немножко назад. Вытянули и провязали 3 петли на крючке. Под обе дужки в основание. И у нас получаются вот такие вот жгутики. Очень плотный узор. Узор очень плотный. Смотрите, какие плотные стенки. Но за счет этого сумочка очень хорошо будет держать форму. Вот, я думаю, что справитесь. Узор совсем не сложный. Несмотря на то, что темный шнур, ну, постаралась по максимуму показать, как вяжется такой узор. Вот так вот. Все вяжем просто по кругу. Все одинаково до необходимого нам размера. Там далее покажу, как закрыть ряд. Сделаем обвязочку, присоединим клапан. Ну и покажу уже готовый вид сумочки. Все, то есть узор вяжется вот так вот. Просто, в принципе, несложно, очень плотно. Вот такие вот рельефные столбики получаются.
я связала необходимый мне размер. То есть высота сумочки получается у меня 17 сантиметров, ширина 15,5 сантиметров. Смотрите, какой плотный узор, как она идеально держит форму. Вот сумочка стоит, да, то есть она очень плотная. Смотрите, какой он рельефный, красивый узорчик. Этот узор, кроме того, что хорошо подходит для вязания сумок, очень хорошо даже подойдет для вязания корзины. Так, смотрите, сейчас будем делать обвязку. Так, вот с этой стороны мы начинали. То есть, как я говорю, мы ряды не закрывали, мы вязали просто по кругу. Смотрите, как связалось. То есть сумочку вот так вот складываем, бортики ровные получаются. Просто сейчас плавно перейдем, сделаем окантовочку и обрежем наш шнур. Так, вот эту петельку вытягиваем. Вот так вот ее протянем. Смотрите, вот она. Сюда выходит крючок. Вот эта петелька с обратной стороны. И сюда протянем шнур для того, чтобы провязать косичку. Так, протянули шнур. И вот так вот косичкой идем по всему периметру. Просто прокладываем косичку, укрепляем стенки. Вот смотрите, какой получается вид. Все, идете вокруг, вот сюда доходим, расскажу, как закрыть этот ряд. Так, смотрите, вот отсюда начинали, вот эта первая косичка. Вот здесь заканчиваем вязать. То есть вот это расстояние мы сейчас делаем искусственную такую петельку. Шнур я уже обрезала. Вытягиваем. И вот так делаем фальш петлю. Подтянули немножко. Все. Смотрите, все петельки получаются одинаковые. Такой вот плотный бортик. Хвостик мы спрячем. Так, сейчас будем пришивать клапан. Так, будем пришивать клапан. Смотрите, я складываю сумочку вот так вот на половинку. Так, вот это у меня будет тыльная сторона. И прикладываю по серединке клапан, да, смотрите, чтобы у вас сбоку вот эти вот расстояния были одинаковые. Я буду пришивать не к вот этому последнему ряду, а, ну, спустившись где-то ряд, два, то есть вот где-то здесь, вот, да, то есть спустившись на один рядок, вот тут буду прокладывать петельки. То есть прикладываем клапан, берем наш шнур, оставляем небольшой хвостик для того, чтобы сделать потом вот эту первую петельку. И продеваем. Так, смотрите, продела шнур, да, то есть с этой стороны у меня остается вот такой вот хвостик, его вполне достаточно. И прокладываю отделочную строчку. Опять же, я говорю, что я ее прокладываю не в самый верхний ряд, а на ряд ниже. Можете, если вам неудобно этим крючком потолще, можете взять какой-нибудь крючок поменьше. Ну, мне, в принципе, хорошо продевается он и так. Так, вот. Такой соединительной косичкой. Двигаемся, продевая через каждую дырочку клапана. Далее я потом покажу, как сделать последнюю петельку и первую петельку в начале. Итак, смотрите, провязала последнюю петельку, да, сейчас сделаем искусственную петлю, закрепляющую последнюю. Вытягиваем шнур, продеваем вот сюда, например, крючок.
вот где-нибудь рядышком высовываем обратно этот шнур, чтобы он вот у меня за эту петельку закрепился, да, и делаем вот так вот искусственную петлю. То есть сюда крючок в эту нашу петельку и шнур вытягиваем. Вот. Шнур вытянули, вот смотрите, у нас как бы последняя такая косичка. Сейчас потом хвостики обрезаем, вот этот шнур прячем. Так, сейчас вытягиваем вот здесь наш хвостик, который мы оставляли. Маленький хвостик. Вот он, да. И тоже как бы делаем первую петельку. Вот так вот, и здесь продеваем. Все. Первая, последняя петельки готовы. Теперь вставляем замочек. Да, вставляем замочек, кольца и ремешок. Покажу уже, как выглядит готовая сумочка. Итак, замочек прикрепила. Смотрите. Вот так сумочка открывается. Довольно-таки вместительная. Помещается телефон, ключи. Ну, то есть все самое необходимое. Так, прикрепила кольца, прикрепила ремень. Еще раз скажу про размер. Так, размер, высота у меня получается 17 сантиметров. Это именно вязаные детали. С клапаном тут немножко чуть-чуть побольше будет. Ширина 15,5. Шнур ушел ровно один моток. Вот все, что у меня осталось с одного моточка. Напомню, что это шнур Карамель Дольче, где в одном моточке 100 метров. То есть, если брать какой-то другой шнур, ну, знаете, с таким узором, может быть, и не хватит одного мотка. Если это именно Дольче, вся фурнитура, кольца, ремень, замочек, правда, мой, донышко, клапан, все это можно приобрести на сайте пряжа Центр РФ. По моему промокоду будет скидка 10%. Всю информацию оставлю в описании под данным видео. Итак, если вам понравился мой видеоурок по вязанию вот такой вот малышки, вот такой вот сумочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!